Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Лето в этом году выдалось не жаркое, и легкий плед будет не лишним. Этот плед отдала мне подруга. Он ей поднадоел и слегка износился, особенно края. Они растянулись, и окантовка местами порвалась. Цвет приобрел сероватый оттенок. Плед тонкий, но теплый, хотя на первый взгляд так и не кажется. Он мягкий и приятный к телу. Плед большого размера, 2,30 на 2,60. Мне такой размер не нужен, и я решила сделать два небольших пледа. Вырезала заготовки 2,10 на 1,30 м. Одну сторону закрою лоскутным полотном, а вторую оставлю как есть. Сегодня буду работать с одним полотном, второе переделаю попозже. В остатках нашла у себя небольшой отрез ткани. Возьму его за основу. По цвету он хорошо подходит к пледу. В компанию к нему подобрала несколько мужских рубашек. Взяла и более светлые ткани, чтобы оживить лоскутное полотно. Начну с основы. Добавлю по краям полоски, которые срезала по длине, и получу размеры заготовки 2,10 на 1,40 м. Лоскутное полотно для лицевой стороны буду собирать из блока в форме квадрата. Центром этого блока будет квадрат размером 10,5 на 10,5 см. Их я вырежу из основной ткани. И еще мне понадобятся полосы. Длина у них будет разная, как позволит ткань, а ширина 5,5 см. И это уже с припусками на швы. Ткань в полоску нарезаю поперек рисунка, так блок будет смотреться интереснее. Из однотонной ткани полосы нарезаю как можно длиннее, потом разрежу их на полоски нужного размера. Из небольших обрезков ткани, которые остались после раскроя полос, я собрала лоскутную полосу, добавив туда еще обрезки тканей подходящих цветов. Собирала без подложки, чтобы толщина целых и лоскутных полос была одинакова. Такой полосы мне понадобится 24 метра. На один блок идет около 1 метра. Обрезков ткани мне не хватило, но остались полоски, которые не подошли по ширине для основных полос. Я к ним добавила еще полоски от других тканей и собрала большое полотно. Разметила полосы нужного мне размера и разрезала. Получились лоскутные полоски длиной 75 см и шириной 5,5 см. Их я сшила между собой и получила длинную лоскутную ленту. Сборка ткани таким методом заняла гораздо меньше времени, чем сборка лоскутной полосы из маленьких обрезков. И по цвету эта лента отличается от предыдущей. Подготовка закончена, и я приступаю к сборке блока. Собирать его можно разными способами, и я позже покажу, почему я выбрала этот вариант сборки. Припуски заутюживаю от центра к краям. Дальше будет ряд из лоскутных полосок. Его я буду собирать по кругу, добавляя одну полоску за другой. Последний ряд будет из однотонной ткани. Собирать его буду так же, как и предыдущий ряд. Собрала два вида блоков. Ткани на все блоки не хватило, поэтому оставшиеся блоки собирала из других тканей. Середина блока осталась прежняя, а последний ряд заменила другими цветами. Лоскутная полоса в этих блоках тоже отличается. Размер готового блока 35 на 35 см. Это уже с припусками на швы. В комментариях просили показывать не только лицевую сторону, но и изнаночную. Рубашечная ткань тонкая, плохо держит форму. Чтобы было удобнее работать, блоки я подкрахмалила. Конечно, лучше изначально крахмалить ткань, а не готовый блок, но я решила лучше позже, чем никогда. Для сборки полотна нужного мне размера я сделала 24 блока. По 8 блоков основного цвета и по 4 блока дополнительных цветов. Собирать блоки в полотно буду в шахматном порядке, чередуя темные и светлые блоки. Из дополнительных блоков с каждой стороны сделаю вставки.
Получилось 4 ряда в ширину и 6 рядов в длину. Блоки в рядах соединила между собой по длине. Получилось 4 полосы. На каждой из них я наметила верх и номер ряда, чтобы не перепутать при сборке. Сейчас покажу, почему я собирала блоки по кругу, а не попарно с противоположных сторон. При соединении блоков в полотно приходится совмещать стыки полос. Если шить из тканей БУ, это сделать не так просто. Ткани частично изношены, они потеряли свою структуру и плохо держат форму, в отличие от новых тканей. Если собирать блоки по кругу, пришивая полоски одну за другой, можно избежать этих совмещений, развернув квадрат другой стороной. Опытные мастерицы, конечно, легко справляются с этой задачей, а вот для начинающих это существенно упростит сборку. Подготовленную основу для плида делю на 2 равные части. По центру провожу линию. Беру 2 средних ряда, второй и третий. С правой стороны от разметки кладу третий ряд лицом вверх, накрываю его вторым рядом лицом к лицу. Совмещу соединение блоков и зафиксирую булавками. Сверху оставлю небольшое расстояние на подровнять. Блоки смещаю за линию на ширину припуска и скалываю булавками. При желании ряды вначале можно стачать между собой и потом приколоть к основе. Так будет работать проще. Выбирайте вариант, который вам подходит больше. Проложила соединительную строчку с припуском на ширину лапки. Отгибаю верхний ряд. Сейчас блоки закреплены только с одной стороны. Дальше закреплю все блоки по центру. Можно проложить строчку и закрепить каждый ряд блока. Я решила закрепить только центральную часть блока. По ширине блоки закреплю позже, когда будут собраны все 4 ряда. Перед тем, как стягать блоки, края рядов закрепила наметкой. При стежке плед нужно крутить под лапкой, чтобы простегать квадрат. И с наметкой точно ничего не сдвинется. С обратной стороны лучше видна строчка. Расстояние между стежкой меня вполне устраивает. С левой стороны добавлю первый ряд. Кладу его лицом к лицу на второй ряд. Совмещаю срезы и прокладываю строчку. С правой стороны, соответственно, добавлю четвертый ряд. Проложила строчку. Крайний ряд отогнула и разровняла. Центральные квадраты закрепила булавками. Край закрепила наметкой и уже после этого стягала центральные квадраты. Вначале поставила закрепку на длине стежка 2 мм. Затем перешла на длину 3 мм и проложила строчку по контуру. В конце изменила длину стежка на 2 мм и опять поставила закрепку. Так закрепки будут держаться надежнее, а отделочная строчка лучше смотрится с длинными стежками. Строчку прокладывала по припускам, так и смотрится интереснее, и дополнительно закрепила припуски. Осталось закрепить блоки по ширине. По длине ряды закреплены строчкой, которую не видно с лицевой стороны. Поэтому и по ширине буду прокладывать строчку в шов, чтобы внешний вид был одинаков. Строчку прокладывала не спеша, старалась попадать точно в шов. Выравниваю края заготовки. Оставлю подложку длиннее лоскутного полотна на 0,5 см. Хочу окантовку пледа сделать пошире, а дополнительные припуски помогут хорошо держать форму окантовки. Косую бейку для окантовки нарезала из основной ткани. Соединила под углом 45 градусов, чтобы стыки при обработке не совпадали. Срезаю уголки. Ширина отделочной полосы 4,5 см. Углы у пледа решила скруглить. Разметила один угол и, используя его в качестве шаблона, обрезала все остальные. Если углы не скруглять, обработать срезы можно полоской ткани, скроенной по долевой. Обтачку пришила с изнаночной стороны. Соединю края под углом 45 градусов. Проложу строчку.
Обогнула срезы и закрепила обтачку с лицевой стороны. Строчку прокладывала у самого края. Такая окантовка гармонично смотрится как с лицевой стороны, так и с изнаночной. За счет увеличенных припусков она хорошо держит форму. Пошив пледа закончен. И рубашки пристроила, и плед обновила. Вот такой лоскутный плед у меня получился. Теплый, уютный, с настроением. И теперь можно укутаться, налить себе кофе и немного отдохнуть. Надеюсь, что вдохновила вас на творческое настроение. Делитесь своими идеями в комментариях. Мне всегда интересно читать ваши сообщения. Спасибо, что были со мной. До новых рукодельных встреч!